Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит 5 новых отелей уже на подспаде. И мы завершаем наше путешествие по Куала-Лумпуру. Отправляемся в Сингапур. Да-да-да. Но прежде чем начать, по традиции поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же попасть в бизнес-лаунж? Обязательно комментируйте этот выпуск, и, может быть, именно вы в следующем видео станете победителем. А сегодня нас ждут такие отели, как Лаздан отель Куала-Лумпур, Swing & Pillows Bukit Bintang City Center, Kingston Hotel 3 Куала-Лумпур, Ibis Style Сингапур Альберт, Novotel Сингапур on Stevens и отель Miro Chor. И начинаем мы сегодняшний выпуск с Лаздан отель Куала-Лумпур. Отель находится в стадии реновации, что-то подшаманивают, но номера такие, в принципе, уже часть отремонтирована, а часть еще требует ремонта. Номера маленькие, крохотные, бывший отель Тюн, так что в стилистике прям все узнается, как было раньше, так и сейчас, но что-то уже переделывают. Спортзал есть, но в соседнем отеле, куда можно ходить, есть завтраки такие простенькие, но выбор есть. Можно что-нибудь съесть. Но нам не повезло. У нас был такой номер, он не угловой, он как он в закутке был, и очень плохо доходил сигнал Wi-Fi. А так, в принципе, расположен в районе Чолкит, и, в принципе, отель такой интересненький. Бассейна нет, спортзала нет. У нас спортзал есть в соседнем здании. Ну да. А завтраки присутствуют. Сколько ставишь? Ну, я 6, наверное, поставлю отель. И кондиционер грязный был, и номер маленький. За эти деньги можно гораздо лучше. Отель почти 3000 стоит. Я бы здесь, на самом деле, 8 поставил. То есть за бюджет может быть дороговато, но по комфорту пребывания нормально было. Да, с интернетом помучились. Нет, с интернетом помучились, 7 поставишь. И перемещаемся мы в Swing & Pillows Bukit Bintang City Center. Ну, тут, конечно, мы встретили нашего знакомого из Swing & Pillows другого отеля. Он такой: о, вы сюда пришли снимать? А мы ж не очень-то готовы. Но ничего, мы сняли наш номер только. Нам сказали, что половина номеров свободная, но мы их показать не можем, потому что они не сдаются. Это очень странно. Ну, у них, если посмотреть внутренний дворик, там вообще катастрофа. То есть в атриуме прям грязь. Мы еще не до конца готов отелем, только после небольшой и местами реновации. А так все отремонтировано, даже душ, клейка была чистая. Приятно. Интернет работал нормально, а бассейна нету, спортзала нету, завтраков нет. Постельная Чисто. матрасы. Удобные, мягкие. Заселение с 3 часов, выезд в 11. Не забывайте об этом. И это ужасно. У нас 3 часа заселили, раньше никак не можем. Я поставлю тоже 7. Я здесь 6 баллов поставлю. И завершаем мы наше путешествие по Куала-Лумпуру в отеле Kingston Отель 3 Куала-Лумпур. Ну, в Кингстоне мы жили, кстати, это одна компания, что и предыдущий отель, но здесь уже отели повыше уровнем класса. Интересно, каждый номер оформлен по-разному. Мы жили вообще В аквариуме под водой. Ну, батискаф у нас. прикольненько. А реально, ты заходишь, у тебя какие-то новые интересные эмоции. В таких отелях мы еще не жили. По крайней мере, подводном номере мы точно не жили. Было интересно. Также есть номера типа супергеройки и какой-то барокко еще. Ну, такой дорого-богато, но безвкусно. Тоже такой номер присутствует. У нас была огромная ванна, которую мы не приняли. Ну, ты же ходил там. Ну, в ванну-то я не ходил. Ну, я в такую ванну не очень хотел посидеть там. Да, большая, но такая грязноватенькая немножко в душ стоит. Нам же... Ну да, номер был супер грязный, прям от слова совсем. Ковры как будто вообще никогда не чистили, но это все скрывается таким тусклым освещением. И, соответственно, делается вид, что ничего не видно. Вот. А так, в целом, есть даже завтраки, бассейна нет, спортзала нет. Ну, я думаю, на 5 баллов оценим этот отель. Я оцениваю этот отель. То есть тебе предыдущие больше понравились, чем этот? Ну, здесь, конечно, номер больше, но гигиеническое состояние тут, конечно, удручающее. Ну, окей, не, я здесь поставлю, как и предыдущие номера, 7 баллов. Да, хотя номер побольше, поинтереснее дизайн, но реально состояние и ворка требуется более тщательно. Но, кстати, И интернет нам тоже не сразу подключился.
Просто сотрудники приходили, нам подключали на другую точку Wi-Fi. Приходили также менять постельное, а так в целом нормально, но выше семерки не поставлю. Я сделаю получше уборку, туда можно ставить оценку повыше. И перемещаемся мы в автобусе. Ехали мы где-то 8 часов. Да, кстати, отличный вариант, если у вас там уже есть тяжелый багаж, самый лучший вариант переезжать на автобусе. По времени у вас почти так же получается, что вы на самолете летите, что на автобусе едете, но только экономия с перевесе багажа. Не, на самолете там получается где-то 3-4 часа, у нас 8. Просто люди не приезжают за 3 часа до вылета, а приезжают за 30-35 минут. У нас съемки в аэропорту, чтобы разыграть проход бизнес-лаунж, и плюс еще сходить в бизнес-лаунж, посидеть, позавтракать. А то в отеле-то не было завтрака. Но мы поехали на автобусе. Я думаю, то же самое. Плюс вы как-то смотрите на окрестности. Возвращаемся к нашему Ibis Style. Отель в целом неплохой, как бы Ibis Style сам по себе, но вот такого дизайна интересного, как и в других стайлах, что-то я не заметил. Номера очень крохотные, маленькие, постельные, чистые, матрасы удобные. Да, номера по 14 квадратных метров. Но нет, мы уже убедились, что за эти деньги гораздо больше можно номер снять, просто он будет вдали уже от центра. Но в Сингапуре так небольшое государство. Находится прямо у выхода из станции метро. Довольно удобно добираться во все локации. Есть также завтраки, и нам достались еще экскурсии, на которые мы сходили. Да, интересный экспириенс, то есть вы бронируете отель, и в некоторых номерах как раз полностью идут экскурсия. Развлечения. Развлечения, да. Но что это будет, непонятно. То есть мы писали, нам никто не ответил, вот приедете, узнаете. Думаю, смысл $15 лишнее платить за что? В целом, неплохо, мне понравилось. То есть мы сходили из 4 возможных экскурсий на 3, покидали топоры, сделали парфюм и поиграли в мини-гольф. Кто следит за нами в Телеграме, соответственно, это все видели и знаете, как это все прошло. А прошло это интересно. Завтраки есть, бассейн есть, спортзал есть. То, что номера маленькие, крохотные, это Сингапур, я бы здесь поставил 8. Я тоже на 8 баллах остановлюсь. И перемещаемся мы в отель Мирочор. Этот отель буквально перейти дорогу 2 шага в соседнее здание. Мы его тоже бронировали сразу же, для того, чтобы удобно нам было потом ехать в аэропорт. В принципе, такие. Получилось только метро, оказалось, нам надо в соседнее чуть-чуть подальше пройти, чтобы до метро доехать. Но ничего страшного, прошли, но можно и проехать. А здесь бассейн гораздо больше, чем в предыдущем отеле. Завтраки здесь есть, но, к сожалению, не смог посмотреть, поскольку у нас был ранний выезд до начала завтраков. И это печалька немножко. А номера такие же крохотные, как и в предыдущем, но здесь поинтереснее, мне кажется, и по дизайну, и по формату как-то. Мне больше понравилось. Только крохотный очень туалет. Да, номера здесь свежие, постельное белье, все прям такое мягкое, приятное. Находится он в такой же локации, вот даже из окна виден бассейн Ibis Styles. В принципе, довольно комфортно находиться. Здесь как раз спортзал побольше, бассейн побольше, и номер, мне кажется, тоже чуть-чуть побольше, кроме туалета. Но в целом неплохо. Я прям здесь из сегодняшних отелей поставлю побольше балл. И да, поближе к центру, на 9 я бы оценил этот отель. Мне понравилось. Мне тоже понравился, 9 баллов тоже ставлю. И завершаем мы выпуск на отель Сингапур on Stevens. Здесь прям вообще шикарно. Чуть-чуть буквально отличается на $20 от предыдущих отелей, но в Сингапуре $20 это ничего. Поэтому прям очень все хорошо. Большое просторное лобби, у тебя бар есть, у тебя лаунж есть, если есть доступ к этому лаунжу. Есть территория какая-то небольшая, есть 2 бассейна. За счет чего? За счет того, что здесь Новотель и Инеркюр объединены и находятся в одном здании, просто разные, как сказать, корпуса. Номера хорошие, просторные, гораздо больше, чем в предыдущих отелей. Но я говорю, вот $20 здесь вот стоит доплатить, но пожить гораздо комфортных условиях. Чай есть, кофе есть в номерах, как и в принципе в предыдущих, по комфорту пребывания гораздо лучше. Большой туалет с ванной, есть какой-то диванчик, хороший вид из окна, хорошая территория, вокруг есть ботанический сад,
куда мы так и не дошли еще, но еще раз сходить. То есть локация, в принципе, неплохая. Город небольшой, можно переезжать на общественном транспорте, либо на такси. Здесь есть шаттл, который может вас довести до метро. Ну, так по кругу он довозит до еще одного новотеля и метро. Чистые бассейны, спортзал работает круглосуточно, и это вообще отдельный типа фитнес-клуб. Хороший выбор тренажеров. Сходил, потренировался. Ну, галочку поставил, ладно, тренировался на тренировке, конечно. Это как зашел, посмотрел и вышел. Завтраки. Да, как в музее можно ходить, изучать, все не попробовать за один день, поэтому можно смело на 2-3 дня заезжать. И вот у меня тоже такая мысль промелькнула. Я бы здесь, наверное, остановился, походил бы, погулял. Сколько ставишь? 10 баллов. Соглашусь, 10, поэтому рекомендуем. Ну что, сегодня у нас 2 рейтинга, топ-3, так сказать, отелей. Ну что, в Куала-Лумпуре на первое место у меня идет Swing and Pillows Bukit Bintang Center. На втором месте Лаздан отель Куала-Лумпур, а на третьем Кингстон отель 3 Куала-Лумпур. Я сделал не так. Я сделал Лаздан выше, на первом месте, потом Кингстон и завершил Swing and Pillows. Как поедешь? Поеду Лаздана, Swing and Pillows и Кингстон 3. Как мы ехали. Я бы, наверное, немножко по-другому сделал. Тут в зависимости от того, как вы будете ехать, как будет добираться. Если на автобусе, тогда, в принципе, как ты сказал. А если вы на самолете, тогда я, наверное, Лаздам оставлю напоследок, потому что не ёкает метро. Метро как раз нашу дистанцию. Переходим к Сингапуру. Ну что, на первом месте у меня идет новый Сингапур On Stevens, на втором отель Mirochor, а на третьей Ibis Styles Сингапур Альберт. Как у тебя точно так же сделала. Как лужейку проведешь? Ну, начну с Mirochor, Ibis, потом новотель. Я бы, наверное, на недельку, поскольку неделька в нашем случае это 3 дня, я бы просто выбрал один отель и, скорее всего, новотель, потому что, да, немножко доплати, но живет в комфорте. Ну, либо брать уж самый такой простой отель Mirochor я бы брал, и поскольку рядом метро, тоже катался. Ну, опять разница, говорю, $20. Берите на отель, завтраки получше, побольше выбора, бассейн большой, спортзал круглосуточный. Если это того стоит доплатить. И Сингапур, говорю, $20 это не такие деньги. И лучше, по крайней мере, вариант то, что поискать, да, можно что-то еще найти. Мы обязательно это сделаем в следующие разы. Ну, а в данный момент так. Ну что, напоминаю, отели мы бронируем в нашем приложении и на нашем сайте, так что вы точно так же делаете, бронируйте и участвуйте в нашем новогоднем розыгрыше, который состоится 3 января. И вы сможете принять участие в нашем новогоднем розыгрыше, который состоится 3 января. И, может быть, именно вы станете победителем и будете жить в отеле бесплатно, который выберете сами. А в нашем телеграм-канале вы узнаете о наших приключениях. Ну что, до скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.